Я сделала сайт за утро через AI, но сначала покажу вам, как сделал бы его обычный бизнесмен. Зашел бы в любой конструктор, написал бы «Сделай сайт для бизнеса» и за 5 минут получил бы готовую страницу. Поэтому в этом видео я покажу два варианта. Первый, как будет, если попросить AI «Сделай сайт», а второе, как сделать сайт нормально, через бриф, прототип, структуру, конструктор и ручную SEO-проверку. И сравним сразу оба варианта, что лучше сразу публиковать, а что лучше переделать. Привет, я Наталья, SEO-специалист. Я работаю с коммерческими сайтами, с сайтами услуг по России, Казахстану и США. Сначала я покажу, почему нельзя начинать с простого промпта «Сделай сайт». Вставляю простой запрос. Выбираем цветовую гамму, сочетание шрифтов и макет. На первый взгляд результат может выглядеть нормально, но теперь смотрим как SEO-специалист. Что чаще всего здесь будет не так? Картинка не подходит к SEO-тематике. Обычно первый экран чаще всего просто общий. H1 без конкретики. Сетей дублируется, то есть в нашем примере он дублируется на первом экране и сверху справа. Тексты похожи на шаблон. Нет нормального блока доверия, чаще всего потому, что я не знает, кто вы, не знает, что вы за компания. Фок чаще всего сделан просто для галочки. И вообще не ясно, почему человек должен оставить заявку. Если ты вдруг услышал храп, то это моя собака. Окей. Если просто сделать сайт слабо, зачем тогда вообще AI? Затем, что альтернатива обычно это дизайнер, программист, ТЗ, согласование. И страница получается готовой через месяц, а не через утро. И нет сайта, нет теста, нет данных. Поэтому AI это не замена нормальной разработки. Это за утро получить черновик, который потом за час доводится до ума, чтобы потом получить первые заявки. Теперь сделаем с AI, но с результатом, как агентство делает за месяц. Мы заполним мини-бриф, соберем конкурентов и сделаем прототип. А уже потом отдадим структуру в конструктор и проверим уже результат как SEO-специалист. Заполняем мини-бриф. Он будет у вас в описании. Не на 20 страниц, а коротко. Что продаем, кому, какая боль у клиента и что человек должен сделать на странице. В моем примере это SEO-аудит сайта. Цель, чтобы человек понял, зачем ему аудит и почему вообще стоит оставить заявку. После заполнения все эти подсказки удаляем, чтобы они не мешали нейросети работать. Дальше смотрю конкурентов в поиске, которые уже ранжируются по моим основным запросам. Мне достаточно 5-8 страниц. По каждой смотрю, что сильное, что слабое, какой сетей. Я не копирую конкурентов, я смотрю, что у них слабее, какие блоки в нише стандарт и что можно сделать там лучше. После заполнения мини-брифа копируем все и вставляем в промпт для анализа конкурентов. Пункты с 11 по 15 я добавила сама, потому что сайт у меня уже есть и мне нужно просто страницу услуги. Внизу вставляем ссылки на страницы конкурентов. После этого я отдаю бриф и HTML-версии конкурентов нейросети. И прошу собрать не сайт, а прототип, скелет страницы или структуру страницы, если у вас общий сайт. То есть мы заранее решаем, какие блоки нужны и в каком порядке они должны быть на вашем сайте. И только после этого идем в конструктор. То есть он не должен фантазировать, делать с нуля. Он должен собрать страницу по вашей структуре. Все, анализ готов. Я копирую промпт и вставляю в конструктор. В промпте 5 частей. Контекст – это что за услуга, для кого и какую боль мы закрываем. Структура – это какие блоки должны быть. То есть это первый экран, что входит, результаты, этапы, кому подходит фок и форма заявки. SEO минимум – это один заголовок, один главный заголовок H1, нормальные заголовки на страницах, это мета-теги и тексты не одной сплошной портянкой. Конверсия – это понятная кнопка, простая форма и блоки доверия, возможно, кейсы. Ограничения – не нужно писать вводу, не использовать индивидуальный подход, команда профессионалов, динамично развивающаяся команда, те шаблоны, которые чаще всего пишет нейронка. Окей, страница сгенерирована. И вот тут я либо вижу, что промпт сработал, либо я вижу, что AI все равно скатился в шаблон, и там, несмотря на всю нашу подготовку. Я сверяю с прототипом по 4 вещам. Все ли нужные блоки есть, которые у нас записаны в промпте, сохранился ли порядок секций, не потерялись ли CTA, фок, доверие, кейсы, форма. И не сделали я и красивее, но слабее по смыслу. Теперь смотрим на сайт. Первый экран. Мы отвечаем на вопросы. Что это вообще за сайт? Для кого он вообще нужен? Что это за услуга? Понятно, кому она нужна. У нас есть одна главная яркая кнопка, на которую человек точно нажмет, если ему нужна услуга. То есть понятно вообще, как купить и там, как заказать. У нас есть один заголовок H1. То есть он не в каждом блоке, он там не в логотипе, там не здесь, не в меню. Именно вот на первом
первом экране он должен быть. Для страницы услуги, то есть он должен отвечать на главный вопрос, что это за услуга и зачем она вообще человеку. А именно вот H2, они должны помогать читать страницу, то есть когда нужен аудит вообще, что в него входит, что вы получите, как проходит работа и там ответы на частые вопросы. Если заголовки переставить на любой сайт, это плохие заголовки. Частая ошибка — это 10 кнопок с разными действиями, то есть это узнать подробнее, связаться, оставить заявку, получить консультацию. В итоге человек вообще не понимает, что делать. Для яй-варианта лучше выбрать одно главное действие, то есть в нашем случае это оставить заявку на аудит, отправить сайт на разбор, заказать аудит, то есть одно действие, которое уже мы вставляем его в разных частях лендинга. Если я вижу в текстах, что написано индивидуальный подход, это все можно вырезать, это не усиливает страницу. Нужны блоки, которые реально отвечают на вопросы пользователей. Что это за продукт, кому он подходит, какие проблемы вообще решает, кому подходит, а кому может быть не подходит, что будет вообще после того, как человек оставит заявку. Теперь коротко про ограничения. Любой конструктор — это хороший инструмент для быстрых задач, но это не значит, что он подходит для любой SEO-задачи. Конструктор подходит, если у вас быстрый лендинг, страница услуги, либо вам нужно сделать прототип, либо вам нужно сделать первый запуск рекламы, проверить гипотезу, проверить нишу. Но он не подходит, если у вас 100 и больше страниц, если вы хотите сделать сложную SEO-структуру, если вы хотите сделать множество разных кластеров, ну там в целом вы хотите создать города, там мультиязычность, либо вы хотите там сделать тонкую настройку индексации, либо глубинные SEO-настройки, там SEO-фильтры, микроразметка. Если вы хотите продвигать сайт в SEO, то есть в долгую, все-таки выгоднее вкладывать уже в нормальную платформу, в нормальную систему, которая уже не будет там никаких технических ограничений, которые можно уже развивать. Если вам нужен полный контроль над кодом и SEO-архитектурой, то это уже курсор либо глот-код. Если там кому-то нужно, я сделаю отдельное видео. Но и есть третий путь, рабочий для многих. Это в Lovable сделать дизайн, он для дизайна реально хорош. А потом уже отдать программисту, чтобы он перенес этот готовый дизайн уже на нормальную систему. Пусть это будет там либо WordPress, либо какая-то другая платформа, уже рабочая для многих, рабочая SEO, и в целом программиста вы легко найдете на эту систему. Внизу в описании я оставила вам ссылку на чек-лист, что нужно проверить перед публикацией сайта, либо AI-страницы. Если вы планируете делать сайт под SEO, то в комментариях напишите тематику и регион. И я скажу, что лучше сделать. Либо сайт на любом конструкторе, либо сайт с нормальной архитектурой. То есть это Cloud Code, Codex, либо это Cursor, WordPress, OpenCart, либо это Bittrex.